На похоронах уважаемого фермера произошло нечто невозможное. В самый разгар церемонии конь срывается с места и мчится прямо к гробу. Люди в панике разбегаются. Он начинает яростно бить копытами по крышке. Дерево трескается. И вдруг изнутри раздается тихий плач. Майклу было за 60. Он вырос на большой ферме, окруженной лошадьми, и с детства умел находить с ними общий язык. Животные тянулись к нему, доверяли и слушались, словно чувствовали в нем доброту и спокойствие. Даже самые пугливые и упрямые лошади рядом с ним становились тихими и послушными. Однажды он узнал, что на соседней ферме собираются усыпить новорожденного жеребенка. Мать малыша погибла при родах, а сам он был настолько слаб, что едва держался на ногах. Люди считали, что у него нет будущего, и не хотели тратить силы на его спасение. Майкл не смог остаться в стороне. Он выкупил жеребенка и привез к себе, несмотря на сомнения окружающих. Назвал его Блейз, словно веря, что в нем скрыта искра жизни. Ветеринар сразу предупредил, шансов почти нет. Но Майкл не сдавался. Он кормил жеребенка вручную, лечил, укрывал от холода, проводил рядом с ним бессонные ночи. Иногда казалось, что все напрасно, но он продолжал бороться за его жизнь. Постепенно случилось настоящее чудо. День за днем жеребенок креп, начинал стоять увереннее, делать первые шаги. Слабый малыш вырос и превратился в сильного, красивого коня. Блейз стал не просто животным, он повсюду следовал за Майклом, узнавал его шаги издалека и был к нему невероятно привязан, словно к родителю. Годы шли, и однажды Майкл тяжело заболел. Его состояние ухудшалось, и в один из дней он потерял сознание. Врачи, осмотрев его, решили, что сердце остановилось. Все произошло слишком быстро, и надежды уже не осталось. Семья, не сомневаясь, начала готовиться к похоронам. Все шло по традиции, люди приходили проститься, не подозревая, что ошибка может стоить жизни. Блейза закрыли в конюшне, чтобы он не мешал. Но конь вел себя странно и тревожно. Он бился в дверь, громко ржал, метался из стороны в сторону, словно чувствовал, что происходит что-то страшное. Его беспокойство только нарастало. И в какой-то момент он не выдержал, силой выбил дверь и помчался к кладбищу, словно знал, куда нужно бежать. То, что произошло дальше, потрясло всех. Конь подбежал к гробу и начал отчаянно бить по нему копытами. Люди пытались его остановить, кричали, но он не отступал. В его поведении было что-то большее, чем просто паника, будто он пытался предупредить. И именно в этот момент крышка треснула. Изнутри раздался слабый, едва слышный крик. Майкл был жив. Люди замерли в шоке, не веря своим глазам. Похороны мгновенно превратились в спасение. Позже врачи объяснили, это была редкая форма каталепсии, состояние, при котором человек выглядит мертвым, но на самом деле остается жив. Дыхание почти незаметно, пульс слабый и ошибиться очень легко. Если бы не конь, его могли похоронить заживо. Эта история быстро разошлась по округе. Люди вспоминали, как когда-то Майкл спас маленького обреченного жеребенка, не пожалел времени и сил. И спустя годы этот жеребенок, став взрослым конем, спас жизнь своему хозяину, словно вернул долг. С тех пор многие говорили об этом как о настоящем чуде. Ведь иногда добро действительно возвращается самым неожиданным и невероятным образом.